На FXR Александра Андреева уже стоят картриджи вилки Legend и задние амортизаторы 15 дюймов Progressive Suspension, которые мы установили в отдельном видео на нашем канале. Для трюков также желательно заменить ремень на цепь. Для этого требуется полностью разобрать праймари. Сперва сливается масло. Сливной болт магнитный, на нем немного слизана резьба, которую можно восстановить. Далее откручивается подножка, рычаг коробки передач и крышка праймари. Прокладка целая, так что ее можно оставить. Длинные болты используются в 5 отверстиях вокруг сцепления. Для безопасности, чтобы случайно не замкнуть стартер или спровоцировать искру, желательно обесточить мотоцикл, скинув минус с аккумулятора. Чтобы снять сцепление, необходимо ослабить гайку на регулировочном штоке с помощью дюймового шестигранника, снять стопорное кольцо и вынуть упор. Далее нужно заблокировать заднее колесо, верхней передачей и тормозом. Гайка сцепления с левой резьбой и затянута на красный фиксатор резьбы. Вратком открутилась без проблем. А вот гайка компенсатора не поддалась ни воротку, ни ударному гайковерту. В таком случае приходится откручивать натяжитель цепи и вставлять упор между звездами, который я сделал из 2 алюминиевых уголков. Нет сил, Колян, подходи, блин. Ну давай. Давай. Фиксатор резьбы отлично работает, его обязательно нужно удалить перед сборкой. Теперь можно снять сцепление, компенсатор и натяжитель в сборе. Далее снимается вал стартера. Фиксационный болт заблокирован одноразовой стопорной шайбой. Следующим откручивается стартер. Передний винт легко доступен, а задний можно открутить длинным дюймовым шестигранником, который мы сделали из Г-образного, отпилив длинную часть. Для снятия праймари также нужно открутить клеммы сверху и снизу. Нижний болт откручивается с помощью кардана без снятия выхлопной системы и удерживает праймари с внешней стороны. Праймари крепятся дюймовыми болтами. С внутренней стороны они зафиксированы одноразовыми стопорными шайбами. Два болта крепления к коробке передач длиннее остальных. Перед снятием праймари не забудьте вытащить втулку стартера с пружиной. Шкив ремня зафиксирован гайкой с левой резьбой, которая откручивается по часовой стрелке. Для этого требуется специальная глубокая головка 1,7 дюйма или самодельная на 48, которую можно сварить через трубу. Ремень срезаю, потому что он не нужен. Чтобы его снять, приходится откручивать маятник. Новая звезда на 21 имеет смещение 0,75 дюйма. Гайка сажается на фиксатор резьбы и затягивается с усилием 150 Нм против часовой стрелки. При этом блокировать звезду лучше специнструментом или тормозом через цепь, но цепи еще нет, поэтому я заблокирую ее упором в картер. Если отверстия на звезде и стопорной шайбе не совпали, гайку необходимо дотянуть, но не ослаблять.
Болты стопорной шайбы затягиваются на фиксатор с усилием 12 ньютон-метров. Перед сборкой праймари посадочные плоскости, резьбы на гайках, болтах и валах необходимо очистить. Праймари устанавливается на герметик. Болты крепления двигателей и коробки передач ослабляются, чтобы при затяжке праймари посадочные плоскости выровнялись. О-ринг картера оставлю старый, хотя его лучше менять. Шток лапки КПП желательно смазать высокотемпературной смазкой. Накидывать праймари надо очень аккуратно, чтобы не размазать герметик при случайном касании. Внутренние болты крепления сажаются на герметик, чтобы через них не сочилось масло. На этом мотоцикле праймари не родная и фиксируется одним нижним внешним болтом через клемму на фиксатор резьбы. Сперва затягиваются болты крепления к коробке передач с усилием 22 ньютон-метра. Потом болты крепления к двигателю с усилием 24 ньютон-метра. Стопорные шайбы оставляю старые, потому что новых нет. После затяжки праймари затягиваются болты крепления двигателя и КПП с усилием 50 ньютон-метров. Далее собирается вал стартера. Стопорная шайба сломалась, поэтому я сделал новую из обычной. Но забыл уменьшить диаметр, так что перед установкой крышки придется снять и обточить. Фиксационный болт затягивается с небольшим усилием от руки. После крепления стартера убедитесь, что вал свободно вращается и не перекошен. Компенсатор, сцепление и натяжитель накидываются вместе с цепью в сборе. Я наживлю гайку компенсатора, чтобы он не слетел при затяжке сцепления. Гайка сцепления затягивается с усилием 108 ньютон-метров на красный фиксатор против часовой стрелки. На подобных динамометрических ключах можно поменять направление, перевернув квадрат. Гайка компенсатора затягивается на красный фиксатор с усилием 220 ньютон-метров. Чтобы выставить свободный ход рычага сцепления, регулировочный шток закручивается до упора от руки, а потом ослабляется на полоборота и фиксируется гайкой. При установке натяжителя свободный ход цепи должен быть от 16 до 22 мм на холодном моторе по центру между осями звезд. Болт крепления натяжителя затягивается с усилием 39 ньютон-метров. Перед установкой крышки я прикрутил минус и сточил диаметр стопорной шайбы, чтобы она зашла в посадочное место. Болты крышки сажаются на синий фиксатор и затягиваются равномерно с усилием 12 ньютон-метров за пару-тройку подходов. Сливная пробка сажается на герметик и должна выпирать на 4 мм. Для заливки масла в праймари необходимо открутить инспекционную крышку сцепления. Я залью высококачественное масло Покела для Харлеев. Уровень должен быть от нижней точки диафрагмы сцепления до заливного отверстия. Крышка устанавливается через О-ринг, но я добавлю герметик, наверняка он был не просто так. Болты крепления затягиваются равномерно с небольшим усилием. Весь крепеж желательно сажать на фиксатор резьбы.
Осталось установить ведомую звезду и цепь. Для этого необходимо снять заднее колесо. Новая звезда на 51 зуб имеет вынос 0,46 дюйма. Для крепления используются стоковые болты с новыми шайбами, так как оригинальные шайбы слишком большие и упираются в подъем. Окончательную затяжку с усилием 85 ньютон-метров я сделаю на мотоцикле. Звезды стоят на одной линии, значит с выносами мы не ошиблись, и можно устанавливать цепь. Я помещу старый ремень в автоматическую мойку от завода «Моторные технологии». На их сайте moykadvs.ru вы можете найти большой ассортимент профессионального моечного оборудования для автосервисов и производств. На выходе супер крутая высокопрочная 530-я цепь с черным покрытием пластин. Перед установкой цепи натяжение выставляется в минимальное значение, чтобы правильно определить длину. Плюс чем короче база, тем легче вставать на заднее колесо. Подробное видео установки цепи можно найти на нашем канале или в журнале. При сборке замка важно контролировать его толщину, чтобы не пережать. Свободный ход цепи должен быть 15 мм по центру между осями звезд в самом натянутом положении. Такое положение достигается, когда маятник находится на линии между центрами звезд. Чтобы сжать подвеску, можно использовать стяжку или тяжелого помощника. Также можно открутить амортизаторы. Когда звезды максимально разведены друг от друга, замеряется свободный ход цепи. Без нагрузки с амортизаторами 15 дюймов свободный ход получился около 35 мм. Заднее колесо я выровняю с помощью специнструмента Motion Pro. Гайка оси колеса затягивается с усилием 88 ньютон-метров. Регулировочные винты надежно фиксируются от руки. Звезды и цепь улучшают реакцию на открытие газа, имеют в разы меньше трансмиссионные потери, цепь не порвется на ходу, ее можно заменить без разбора праймари, а этот комплект еще и выглядит очень круто. Приобрести различные компоненты, в том числе моторы в сборе на мотоциклы Harley-Davidson, можно в нашем магазине Stantex.